середине лета половодье завершается. Подросшая рыбья молоть покидает теплые воды мелководных заливов и вместе с убывающей водой скатывается в глубокие протоки. Здесь-то их и ждет главное испытание. В местах схода воды мальков поджидают хищные рыбы. И самой опасной является щука. Это очень эффективный охотник. К тому же у нее эластичный желудок, поэтому она может заглатывать и довольно крупную добычу. Щука с удовольствием поедает даже своих сородичей. Подводный мир дельты в летнее время удивительно разнообразен. На мелководных раскатах разрастаются настоящие подводные луга зеленых водорослей. Теплая вода, обилие пищи и густая растительность привлекают сюда стаи многочисленных волжских рыб. Сейчас время нагула. Красноперка считается одной из самых красивых рыб. Это ловкая и осторожная рыба. Ее почти невозможно поймать сетью. Питается красноперка мягкими побегами водных растений, различными насекомыми и личинками. Сом – самый крупный пресноводный хищник дельты. В конце 30-х годов промысловые артели вылавливали гигантов весом свыше 300 килограммов и длиной более 5 метров. Сейчас такие экземпляры уже не встречаются. Но все же королем рыбьего населения дельты считается сазан. Таким титулом его наградили за хитрость, силу и важный вид. У сазана мирный характер. Он осторожен, но любопытен. И если не двигаться, он сам к вам подплывет. За тем, что происходит под водой, внимательно наблюдает большая белая цапля. Она может подолгу стоять на одном месте, терпеливо ожидая добычу. Как ни странно, но такая тактика приносит ей больше пищи, чем если бы она активно перемещалась. Такой же метод охоты использует и серая цапля. По своим повадкам эта птица молчаливая и малообщительная. Охотится она, как правило, в одиночку. В дельте Волги встречается несколько видов цапель. И отличаются они друг от друга не только внешним видом, но и своим поведением. Малая белая цапля более подвижна, любит покричать и не столь осторожна, как большая или серая цапля. Из-за небольшого роста она питается на мелководных участках. Малая цапля не ждет, пока рыба приблизится к ней, а, заметив добычу, стремительно на нее набрасывается. Есть у нее еще один способ охоты. Своими яркими лапками эта птица баламутит ил и сразу же хватает разбегающуюся мелочь. Но такая охота выглядит скорее забавной по сравнению с тем, как это происходит у самого большого любителя рыбы. Два раза в день, утром и вечером, над раскатами появляются вереницы черных птиц.
Это бакланы всей колонии регулярно устраивают коллективную рыбалку. Они выдвигаются группами по 40-50 птиц и начинают свою грандиозную охоту. Бакланы быстро окружают косяк рыбы и, хлопая крыльями, гонят испуганную жертву в нужном направлении. Назвать это просто кормежкой нельзя. Это настоящий пир. Бакланы не закончат свою трапезу до тех пор, пока не насытятся. Впрочем, все происходит довольно быстро. Бакланы с наполненными желудками улетают переваривать пищу и сушить перья. А на раскаты снова возвращается тишина и покой. Изредка среди птиц возникает переполох. Это орлан белохвост решил отдохнуть по соседству. Но сейчас птицам бояться нечего. Хозяин здешних мест довольствуется рыбой, и ему нет никакого дела до пернатых. Лето – самая благоприятная пора в жизни птиц. Птенцы подросли, а некоторые и вовсе стали самостоятельными. Забот стало меньше, и теперь можно спокойно кормиться на прогретых и богатых водорослями, насекомыми и личинками раскатах, чтобы набрать побольше сил до наступления холодов и отправиться на зимовку в теплые страны. Поедая вкусные водоросли, родители внимательно следят за своими птенцами, которые так и норовят проявить самостоятельность и отплыть подальше, еще не ведая опасности. Но если малышам такая беспечность простительна, то ошибка, которую допустил уже взрослый серый гусь, в других обстоятельствах стоило бы ему жизни. Гуси очень осторожные птицы. Они замечают малейшее движение и немедленно улетают. Надежды, что гуси приблизятся к скоротку и при этом не заметят объектива камеры, мало. И все же это произошло. Гусь, ничего не подозревая, в течение 2 минут расхаживал перед сопровождающим его объективом на расстоянии 6 метров. То, что внимательная и осторожная птица допустила такую оплошность, невероятно.
Наконец он все понял, и, наверное, его объял ужас. Но хорошо то, что хорошо кончается. А вот некоторые птицы быстро привыкают к объективу. Например, ходулочники. Кормятся птицы в заливах с открытыми берегами. Своим тонким и длинным клювом они с легкостью хватают головастиков, водных клопов, плавающих жуков. Сложнее приходится ходулочникам на суше. Чтобы поесть или отдохнуть, им приходится складывать свои ходули. Рядом, щеголяя в роскошном красновато-буром с металлическим отливом оперении, кормится каравайка. У каравайки в рационе питания примерно то же, что и у ходулочника. Но добывает она корм на ощупь. Все дело в том, что ее длинный серповидный клюв очень чувствителен к малейшему прикосновению. Погружая его в донную растительность, где прячется всяческая живность, каравайка мгновенно реагирует на убегающую добычу. Но птицы озабочены не только поисками пищи. Очень серьезно они относятся и к своему внешнему виду. Летом у большинства пернатых происходит линька. Старые потускневшие перья выпадают, и у них появляется новое красивое оперение. Это очень важный период в жизни птиц. Ведь впереди их ждет долгий и опасный перелет на зимовку в теплые страны. А вот орлану-белохвосту торопиться некуда. Дельта — его родной дом, и никакой другой ему не нужен. Дельта Волги действительно прекрасный и гостеприимный дом. Здесь, на заповедных территориях, находят себе приют все, кто нуждается в отдыхе и пище. Летом этот дом особенно украшен самой разнообразной растительностью. Спокойные воды раскатов в это время напоминают пестрое покрывало, сотканное из многочисленных водных растений. Этот плотный разноцветный покров используют для гнездования крачки. Они позже других птиц откладывают яйца, и поэтому птенцы у них появляются только в середине лета. Но, пожалуй, самым прекрасным и удивительным растением в убранстве раскатов является лотос орехоносный. Дельта Волги – самое северное место на Земле, где в естественных условиях произрастает этот древний и загадочный цветок. Люди издавна используют лотос как ценное пищевое и лекарственное растение. В странах Юго-Восточной Азии он считается священным. Уже в самом устройстве лотоса можно увидеть много символичного. Его корни погружены в подводный грунт. Это материя. Стебель, как и душа, устремляется ввысь, к свободе. А цветок, возвышающийся над всем и всегда обращенный к солнцу, это дух, преображение, чистота.
Лотос действительно обладает этим удивительным свойством – всегда быть чистым. Дело в том, что его листья покрыты множеством мельчайших восковых комочков. Именно этот микроскопический налет не позволяет грязным каплям прилипать к поверхности листа, и они беспрепятственно с него скатываются. Надводные листья лотоса очень крупные и могут достигать 70 сантиметров в диаметре. От чрезмерного увлажнения их защищают лучистые воздушные каналы, расположенные с нижней стороны листа. Цветы лотоса всегда славились своей непревзойденной красотой. Они обладают слабым, но очень приятным коричневым запахом. Правда, жизнь цветка непродолжительна, всего 3 дня. Но, к счастью, цветов много, и распускаются они поочередно. Поэтому красотой массового цветения лотоса можно наслаждаться до конца лета. С приходом осени облик дельты меняется. Все чаще моросит мелкий дождь и дуют холодные ветра. Обнажились и листые берега, и песчаные косы. Пожелтел и распушился тростник. Заросли лотоса теперь не узнать. Листья пожухли и беспомощно раскачиваются на осеннем ветру. Высохшие коробочки, полные семян, разносятся слабым течением по мелководью. В стремительно остывающей воде корма становится все меньше, поэтому многие птицы уже отправились на юг. Но пернатых на раскатах меньше не стало. За кулисами по-прежнему царит большое оживление. Осенью в дельте Волги пересекаются миграционные пути многих водоплавающих и околоводных птиц. Сейчас все стараются набрать побольше сил. Неугомонное племя чаек пополнилось молодыми птицами, и вместе с цаплями они увлеченно гоняются за редкими стайками рыб, еще не ушедших с мелководий поглубже в тихие омуты. Бакланы еще не улетели, но уже собираются в стаи. С первыми заморозками вся армада этих черных птиц за один день совершит бросок на зимовку в Азербайджан. Рядом, на песчаной косе, расположилась стая кудрявых пеликанов. За важный вид и степенную походку этих птиц называли баба. Так на Востоке обращаются к старшим, выражая свое почтение. Неуклюжие на земле, пеликаны прекрасно летают. Можно долго любоваться, как эти древние птицы легко парят, плавными взмахами поддерживая в воздухе свои крупные тела. Осень для птиц – это время странствий. На смену улетающим в теплые края в дельту прилетают другие птицы. Множество гостей с севера останавливается здесь по пути к месту зимовок, чтобы отдохнуть и немного подкрепиться. На илистых косах появились долгожданные белые журавли, стерхи. Это редкие гости. В природе их осталось
буквально единицы. Гнездятся они далеко на севере, в низовьях реки Оби, а зимуют в Иране и Индии. В дельте стерхи облюбовали Обжоровский участок Астраханского заповедника и чувствуют себя здесь довольно уверенно. Каждый день прибывают все новые и новые караваны птиц. Во второй половине октября появляются первые стаи лебедей-кликунов. В заповедных уголках дельты собираются десятки тысяч этих птиц. В отличие от лебедей-шипунов, голоса у кликунов звонкие и мелодичные. Отсюда и выражение «лебединая песня». Семьи лебедей собираются на открытых мелководьях. Здесь они чувствуют себя в безопасности, а в донном иле все еще можно найти достаточно корма. Взрослые поедают корневища и мягкие водоросли. Молодые птицы предпочитают более калорийные животные корма. Нередко споры за кормовые участки перерастают в настоящие сражения. Подражая взрослым, лебеди уже с малых лет учатся отстаивать свои интересы. Обычно семьи стараются держаться отдельно друг от друга. Строгие родители не разрешают своим чадам общаться с их ровесниками из других семей. Свою семью эти подростки смогут создать только через 3 года, когда у них появится белое свадебное оперение. А пока они будут носить скромный серый наряд. Занимаясь поисками еды, молодежь не забывает потренировать перед дорогой не совсем еще окрепшие крылья. Случается, что птицы задерживаются в дельте до самых холодов, чтобы накопить достаточно сил и не ослабнуть в далеком пути. Земля завершает свой очередной поворот. Скоро придут первые заморозки, и обширные пространства раскатов покроются тонким ледком и пушистым снегом. Последние караваны птиц покинут гостеприимные раскаты. За кулисами станет тихо. Но, к счастью, не навсегда. Из года в год на просторах Волжской дельты в удивительных природных декорациях разворачивается грандиозный спектакль с прекрасными актерами и замысловатыми сюжетами. Здесь все роли главные, здесь все взаимосвязано и подчинено созидающей воле невидимого режиссера. Вход на этот спектакль свободный, но кулисы откроются только для тех, кто готов внимать и следовать великому замыслу, кто способен чувствовать, понимать, любить и беречь окружающий нас живой мир.